Так, дорогие друзья, мы с вами продолжаем изучение первой книги Царств. История о возвышении царя Давида. Сегодня мы поговорим о том, как между царем Саулом и будущим царем израильским Давидом, который сейчас пока находился на служении у Саула в качестве придворного музыканта и личного оруженосца, как впервые между ними происходят, скажем так, разногласия, и между ними пробегает какая-то неприязнь. Итак, в 18 главе описывается, как после победы Давида над Голиафом Давид буквально пленил самим собою, своим поведением, своим доверием и полной надеждой и упованием на Бога всех в окружении Саула. Правда, кроме самого Саула. И в первую очередь здесь описывается встреча, как первая встреча Иоаннафана, сына Саула, наследника царского престола, и Давида. Сказано, что Иоаннафан полюбил Давида как свою душу. Это удивительное выражение, которое напоминает нам о заповеди из Пятикнижия о том, что человек, израильтянин, в первую очередь, там говорится об израильтянине, должен полюбить ближнего своего как самого себя. И эта же заповедь потом повторяется Господом уже в Евангелии на вопрос книжника, какая из заповедей больше всех. И мы понимаем, что здесь библейский священный автор показывает вот эту идеальную, скажем так, любовь между двумя людьми, но любовь эта имеет характер, характер какой-то божественной даже любви, потому что два рассказа всего лишь в Библии упоминают о таких отношениях между людьми, которые, как правило, в Ветхом Завете ожидаются от Бога. Здесь используется древнееврейский термин «хесед». «Хесед» — это любовь, милость. И вот этот термин подчеркивает отношение любви между людьми как отношение Бога к своему народу и ко всему творению. Две истории всего лишь используют вот этот термин, чтобы показать такие отношения. Это история моавитянки Руфь, которая была прабабкой царя Давида, то есть история взаимоотношений самой Руфи, ее свекрови Наимини, ее мужа, древнеизраильского богатыря Вооза, который стал, соответственно, прадедом царя Давида. То есть вот это первая история. И вторая история — это взаимоотношения, история взаимоотношений Иоаннафана и Давида. То есть это какие-то исключительные взаимоотношения между людьми, которые уподобляются взаимоотношениям или отношению, по крайней мере, самого Бога по отношению к Израилю и ко всему творению. Итак, в начале 18 главы сказано, что Иоаннафан заключил с Давидом союз, завет. Здесь используется древнееврейский термин «брит», договор, завет, союз. И этот завет между ними Иоаннафан подтвердил таким очень интересным символическим действием. Он снял свою верхнюю одежду, все свое вооружение и отдал это Давиду. Здесь верхняя одежда обозначается термином «меиль», еврейский термин «меиль», который подразумевает, очевидно, царскую одежду. Поскольку впоследствии, когда мы увидим описание, как Давид отрезал частичку одежды Саула, тоже используется этот самый термин «меиль». То есть, судя по всему, здесь Иоаннафан
отказывался от своих привилегий и прав на царский престол в пользу Давида, видя в нем превосходство, что ли, да, над собою во всем. И, как говорят некоторые комментаторы, Иоаннафана как раз-таки и в первую очередь поразило вот это всецелое упование Давида на Бога, когда он побежал смело навстречу великану Голиафу и легко поразил его. Далее Саул, сказано, сделал Давида военачальником над своими войсками. Это, конечно, очень важное назначение, поскольку даже сам Саул, очевидно, признавал превосходство Давида над всеми своими военачальниками, воинами и, может быть, даже частично где-то над ним самим. Но вот такое превосходство Давида над Саулом видели, судя по всему, даже простые люди. Потому что когда войска Саулова возвращались с поля боя после победы над филистимлянами, сказано, женщины с музыкальными инструментами, с бубнами, с восклицаниями встречали Саула и Давида такой древней песнью, в которой как раз-таки отразилось вот это противопоставление, можно сказать, несравнение Давида Саулу. Слова этой песни следующие. «Поразил Саул тысячи, а Давид десятки тысяч». То есть, с одной стороны, понятно, что им обоим приписывалась победа над огромным филистимским войском, а с другой стороны, все-таки преувеличенное число врагов приписывалось победе Давида, а не Саула. И очевидно, что Саул, услышав вот эти слова, возмутился и внутренне, и внешне, потому что он, сказано, что он огорчился и сказал, услышав эти слова женщин, «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает теперь только царство». То есть уже сам Саул, очевидно, в самом начале отношений вот между ними, да, как царя и военачальника, стал подозревать Давида в том, что он хочет занять его место царя. И с того дня подозрительно смотрел Саул на Давида. Затем в 10 стихе описано, как Саул впервые проявил свою ненависть и злобу в отношении Давида. Когда тот играл на своей лире, пытаясь успокоить возмутившийся дух царя, Саул, вдруг взяв копье, бросил копьем в Давида, очевидно, желая убить его. Но Давид увернулся от этого удара, и после этого Саул, сказано, стал бояться Давида еще больше, потому что он увидел, что Господь был с ним. То есть Господь его как бы избавлял, спасал, и Господь ему давал успехи в военных действиях. Очень важное описание содержится в 16 стихе, где говорится о том, что весь Израиль и Иуда, тоже следует обратить внимание на разделение, да, всего народа на Израиль, то есть 10 северных колен, и Иуду, южное колено, любили Давида, ибо он выходил и входил перед ними. Вот это выражение «входил и выходил», естественно, подразумевает под собой предводительство в военных действиях. И, что важно, это то, что священный автор и народ, очевидно, тоже видел как раз-таки военачальником не Саула, своего царя, да, а Давида. Хотя, как мы помним, израильтяне требовали у пророка Самуила дать им царя для того, чтобы он как раз-таки предводительствовал в войнах народом. Но здесь мы видим, что Саул как бы, в общем-то, даже не выполняет своих обязанностей, а эти обязанности приписываются Давиду.
И несмотря вот на вот это вот охлаждение, что ли, да, возникшее между царем и Давидом, Саул вдруг предлагает Давиду жениться на его старшей дочери. То есть, с одной стороны, это выглядит несколько странным на фоне предыдущего покушения на жизнь Давида, а с другой стороны, это понятно, потому что Саул должен был выполнить свое обещание, данное перед поединком с Голиафом, поскольку он обещал дать в жены свою дочь тому, кто победит этого филистимского богатыря. И вот теперь, видимо, пришло время исполнить это обещание. Но странно здесь то, что Саул, пообещав выдать свою старшую дочь за Давида, вдруг передумал и выдал ее замуж за другого. Хотя со стороны Давида не видно каких-то возражений, да, вот на это предложение. Судя по всему, хотя в рассказе не дается объяснение этому поступку, Саул, вероятно, хотел таким образом унизить Давида. Вот. Но это послужило к тому, что Давид женился на младшей дочери Саула Милхале, а сказано, что Милхала полюбила Давида. Это, между прочим, единственная женщина, о которой в Ветхом Завете сказано, что она полюбила мужчину. Судя по всему, это можно объяснить тем, что Милхала была царской дочерью, у нее был особый статус социальный, и уже не Давид возлюбил или любит Милхалу, да, поскольку он не был членом царского дома, а Милхала как принцесса, как дочь царя. Примечательно, что о чувствах Давида к Милхале ничего не сказано. Итак, Саул, предлагая Давиду жениться на его дочери, на самом деле хотел таким образом Давида погубить. Он немножко, может быть, где-то не рассчитал, скажем так, своих сил и возможностей, и, возможно, недооценил способности Давида, поскольку в качестве выкупа за свою дочь он потребовал с Давида 100 краеобрезаний филистимских. То есть он потребовал с него 100 частичек значит, крайней плоти, обрезанных с уже убитых филистимлян. А он таким образом надеялся, что в войне с филистимлянами Давид погибнет, и тогда он избавится от ненавистного военачальника, которому он во всем уже теперь завидовал и подозревал в самых страшных вещах. Но Давид с честью и достоинством выполнил это требование. Он принес весь этот выкуп, и Саулу ничего не оставалось, как отдать свою дочь в жены Давиду. Но почему именно такой выкуп потребовал Саул? На мой взгляд, Саул снова этим хотел унизить Давида. То есть он мог бы потребовать, например, головы убитых врагов, как, в общем-то, это традиционно делалось на Ближнем Востоке. В качестве свидетельства того, что воин убил врага, он приносил отрубленную голову. Это же сделал Давид и в отношении Голиафа, когда он отрубил ему голову. Саул намеренно говорит не о головах, а о краеобрезаниях с целью унизить лишний раз Давида, который был вынужден, да, проводить вот эти все операции, скажем так, да, на убитых врагах. И с экономической точки зрения это для Давида на самом деле было даже выгодно, потому что настоящий выкуп за царскую дочь едва ли он мог себе позволить. То есть он был пастухом, он был сыном крестьянина вифлеемского, и, конечно, он не смог бы собрать такую сумму огромную, да, для того, чтобы предложить ее в качестве вена или выкупа за царскую дочь. Теперь Давид стал полноценным членом царского дома. И вопреки ожиданиям и намерениям Саула,
Давид теперь уже имел все права на царский престол, будучи зятем царя и мужем царской дочери. Опять упоминается вот эта мысль или слова Саула о том, что Господь был с Давидом, то есть Господь помогал ему во всем, и Саул все более и более боялся Давида, все больше стал бояться Давида, и сказано, что он сделался врагом его на всю жизнь. В следующей 19 главе описывается, как Милхала, дочь Саула, спасает своего мужа от обезумевшего отца. Значит, здесь говорится о том, что Саул, разговаривая со своими приближенными, среди которых находился его сын Иоаннафан, устроил самый настоящий заговор для того, чтобы убить Давида. Он об этом уже говорил открыто. То есть если в 18 главе его план покрыт какой-то вот тайной, что ли, да, вот, то в 19 главе он уже действует открыто, желая убить Давида. Но Иоаннафан предупредил своего друга, и Давид понял, что ему нужно уходить или сбегать даже, можно так сказать, сбегать с царского двора. Но интересно здесь то, что Иоаннафан пытается оправдать Давида и обличить несправедливость по отношению к нему Саула, своего отца. Он говорит своему отцу: «Да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его очень полезны для тебя. Он подвергал свою душу опасности, чтобы поразить филистимлянина, и Господь соделал великое спасение всему Израилю через Давида». Примечательно, что Саул, несмотря вот на свою ненависть, доходившую до крайней степени, да, по отношению к Давиду, прислушивается здесь к голосу разума, совести и клянется Иоаннафану о том, что Давид не умрет. Но очередное сражение с филистимлянами и успех Давида довершают окончательно решение Саула убить своего военачальника. И сказано, что злой дух от Бога напал на Саула, он сидел в своем доме и опять попытался своим копьем убить Давида. То есть это уже второй случай, когда Саул бросает свое копье в Давида. После этого Давид отскочил и убежал, то есть он увернулся от копья и убежал в свой дом, то есть из царского дворца. Естественно, он надеялся на то, что Саул не решится убить его в своем собственном доме. Это некий кодекс чести древний, да? Но Саул поступает по-другому, он посылает своих людей для того, чтобы они подкараулили Давида и убили его в его собственном доме. Милхала, прекрасно зная о планах своего отца, спасает Давида, она советует ему покинуть дом и помогает ему выбраться из окна на веревке. Соответственно, из этого мы можем сделать вывод, что дом Давида и Милхалы находился в стене города, иначе Давид попал бы в руки людей Саула. То есть он из окна по веревочке спустился за пределы города. Это напоминает нам о том, что случилось с соглядатаями Иисуса Навина, которые приходили в Иерихон, как их женщина по имени Раав спасла, спустив на веревке из окна своего дома, который тоже, очевидно, находился в стене. И также это напоминает нам о бегстве апостола Павла из Дамаска, которого тоже спустили в корзине на веревке со стены города. Слугам Саула
Милхала говорит, что Давид заболел. Она пытается его спасти вот такой хитростью, да, надеясь, опять же, на древний кодекс чести, соблюдая который, между прочим, слуги Саула были вынуждены оставить беззащитного больного в его доме и, естественно, не трогать его. Но Саул действует совершенно действительно как забывший всякое достоинство и честь. Он приказывает своим слугам принести больного, пусть и не больного, но, как сказано было, да, больного Давида к нему, чтобы он его лично убил. Тогда раскрывается вот эта хитрость Милхалы, которая, впустив слуг Саула в свой дом, показывает, что вот больной лежит на своем одре, неужели вы его возьмете? А она в это время, вернее заранее, положила на постель Давида, сказано «терафим». В синодальном тексте это слово переведено как «статуя». Возможно, это какая-то культовая статуя, изображение предка, но в любом случае какой-то, видимо, религиозный предмет. Поклонение, может быть, даже. А вот в то время в Древнем Израиле эти вещи были еще очень распространены. А в изголовье она положила козью шкуру. И все это накрыло одеялом. Ну, естественно, что обман ее вскоре раскрылся, но зато Давиду удалось бежать. И вот эти детали напоминают нам еще одну очень интересную историю из Ветхого Завета, из книги «Бытие», где описывается, как Рахиль, жена Иакова, патриарха Иакова, сбежала со своим мужем от своего отца Лавана, который несколько раз обманывал Иакова, и украла у своего отца терафимы. Здесь используется то же самое слово, то есть вот этих домашних божков, культовые статуэтки. И когда Лаван догнал Иакова, то Рахиль спрятала эти статуэтки под седлом, на котором она сама сидела. Она обманула своего отца, защищая, скажем так, или занимая сторону своего мужа. То есть здесь вот в этих историях очень интересно представлены две женщины, которые заступаются и защищают как бы своих мужей от обезумевших, если можно так сказать, да, отцов. А Саул был готов даже убить Давида. Давиду ничего не остается делать, как покинуть город и сбежать. Куда же он бежит? Он направляется к пророку Самуилу. Сказано, он убежал в Навав. Это пригород Рамы. Рама — это место, где нес свое служение пророк Самуил. Очевидно, там была пророческая школа, которую возглавлял пророк Самуил. И Самуил укрывает там беглеца, узнав о том, что произошло между ним и царем. Примечательно, что именно в Раме, в этом городе, впервые с Самуилом встретился Саул. И именно там, на выходе из города, он был помазан в царя над Израилем. Теперь Саул пытается любыми средствами поймать Давида, у него ничего не получается, несмотря на все усилия. Он посылает несколько отрядов своих слуг, воинов, и на них, сказано, сходит Дух Божий, и они начинают пророчествовать. И они ничего не могут сделать, они не могут поймать Давида. Тогда Саул уже сам решается пойти туда, и на него также точно сказано, сходит Дух Божий, но этот Дух Божий, он защищает Давида и охватывает Саула, приводя его в состояние неистовства. Почему? Потому что сказано, что Саул, как бы обезумев от этого, снимает свою одежду, не только верхнюю, вообще всю одежду, и обнаженный лежит почти в течение суток, в течение дня и ночи перед Самуилом, в таком каком-то совершенно непонятном, безумном состоянии. Что это означало для
читателей рассказа и что это может означать для нас. Ну, естественно, в этом кроется определенный символический смысл. Почему? Потому что именно там, на выходе из города, как уже было сказано, Саул некогда встретился с сонмом пророков, с сынами пророческими, и он был объят Духом Божиим, и он пророчествовал вместе с ними. То есть как бы Господь подтвердил помазание Самуила тем, что на нем потом почил Дух Божий. Здесь же происходит ровно все наоборот. То есть с одной стороны, Дух Божий его тоже охватывает, но это приводит к тому, что он снимает, сбрасывает с себя царские одежды. Он как бы лишает сам себя или отказывается от царской власти, которую когда-то он был здесь облечен. Вот такой смысл, важный и глубокий смысл этого эпизода. А теперь вопрос.